Теперь он хочет спасти ее. 3 года назад в Нью-Йорке открылись таинственные врата. Инопланетяне заполонили город, пока врата не закрылись. Эти пришельцы научились жить в мире с людьми, и Нью-Йорк переименовали в Адскую долину. Леонардо с семьей приехал в Адскую долину на каникулы. На самом деле, они пытаются найти лекарство для его младшей сестры-инвалида по имени Микела, которая была прикована к инвалидному креслу всю свою жизнь. Лео знает, что в Адской долине чудеса случаются за одну ночь. Он отчаянно пытается помочь родителям найти лекарство для Микелы в городе. Внезапно перед семьей появляется Бог. Он просит Леонардо или Микелу стать его свидетелями. Лео понимает, что тот, кто не станет свидетелем, потеряет зрение. Он слишком напуган, чтобы отреагировать и спасти Микелу. Микела видит страх в глазах старшего брата. Она всю жизнь была обузой для своей семьи. Это ее единственный шанс все исправить, и она не упустит его. Она самоотверженно предлагает себя в жертву, чтобы Лео ничего не потерял. Она просит Бога забрать ее глаза и благословить Лео глазами богов. Глаза богов дают Лео способность видеть то, что не могут видеть обычные люди. Он также может видеть сквозь существ, узнавая их имена и истинный облик. Несколько лет спустя Лео живет обычной жизнью. Он работает репортером в Адской долине, чтобы заработать на жизнь. Он заходит в закусочную, потому что голоден, но у него нет денег на еду. Бариста по имени Вивиан предлагает ему бесплатный обед, в обмен на то, что он помоет посуду. Внезапно сверхзвуковая обезьяна крадет его камеру. Он единственный, кто может ее видеть, потому что у него уникальные глаза. Он бежит за обезьяной. Но они попадают в эпицентр взрыва, устроенного инопланетянином, который сеет хаос в городе. Зап замечает суматоху и подходит к Лео. Зап – член организации Весы. Это тайное общество суперсильных людей, которые работают в тени, чтобы поддерживать баланс между людьми и инопланетянами. Зап принимает Лео за одного из членов организации и ведет его в штаб-квартиру Весов. Там он знакомится с лидером по имени Клаус и другим членом по имени Чейн. Лео представляется организацией, но их прерывает сюжет о том, как полиция задерживает сбежавшего инопланетянина. Душа инопланетянина вырывается из его тела. Она уничтожает полицейские силы и съемочную группу, которая освещала инцидент. Фэмп взламывает новостной канал и прерывает трансляцию. Он — лидер преступного синдиката инопланетян. Он предупреждает их, что нужно найти потайную дверь, которая появляется каждые несколько минут, и уничтожить ее, пока демон ее не нашел. Новости выключаются, и душа инопланетянина внезапно появляется в штаб-квартире Весов через обезьяну. Она разрезает здание пополам. Клаус быстро понимает, что происходит, и защищает Лео от ранений. Зап обвиняет Лео в том, что он работает на Фэмпа, а Чейн преследует одержимую обезьяну. Клаус узнает о способностях Лео и приглашает его присоединиться к организации Весы. Он считает, что Лео не трус, потому что не смог отреагировать на огромного монстра и заставил свою сестру пожертвовать глазами. Он советует Лео использовать свои подарки с пользой, чтобы жертва его сестры не была напрасной. Слова Клау мотивируют Лео, и он принимает приглашение. Лео и Зап решают найти ворота. Лео думает, что звуковая обезьянка – ключ к тому, чтобы найти место, где находятся ворота. Запу звонит Чейн и сообщает, что обезьянка направляется к ним. Но одержимая демоном обезьянка врезается в них, и происходит мощный взрыв, который изгоняет демона. Демон нападает на Лео сзади, но Зап вовремя спасает его. Он приказывает Лео разобраться с обезьянкой, пока он будет сражаться с монстром. Лео бежит к обезьянке, а Зап сражается с чудовищем. Фемт надеется, что Лео победит обезьянку, и его план сработает. Но Лео видит сквозь обезьянку блоху, которая открывает ворота. Он убивает блоху и забирает обезьянку себе, называя ее Соником. Лео устраивается на работу доставщиком пиццы. Он приезжает к своему первому клиенту, и оказывается, что это Зап. Зап не платит за пиццу. Вместо этого он отправляется с Лео на его доставку. Во время доставки Лео замечает грузовик химчистки. Он показывает его Запу, но Зап видит обычный грузовик химчистки. На самом деле грузовик — это огромное чудовище, а человек рядом с ним тоже чудовище. В грузовик загружают человеческие тела, которые монстры собираются съесть. Чудовище замечает, что Лео подозрительно смотрит на грузовик. Лео понимает, что чудовище его заметило, и уезжает на мотоцикле, предупредив Запа, что монстр видел, как они смотрели. Зап немедленно связывается с диспетчером, чтобы отследить грузовик химчистки, потому что на самом деле это монстр, который использует иллюзию высокого уровня, чтобы замаскироваться под обычный грузовик. Внезапно монстр появляется над ними и нападает на Зап. Затем монстр переключается на Лео. Зап пытается спасти Лео, несмотря на то, что сам ранен, но монстр похищает его. Монстр связывается со своим товарищем и предупреждает, что Лео может видеть сквозь их иллюзию. Лео заковывают в наручники и запирают в грузовике. Он оглядывается и понимает, что похищенные люди все еще живы. Монстр сообщает ему, что люди — это их еда, и они хранятся в вакуумных упаковках. Прилетает еще один монстр и смотрит Лео в глаза. Он быстро понимает, что это всевидящие глаза богов. Они торопятся закончить доставку, чтобы провести эксперименты над Лео. Лео гадает, куда его везут.
Он смотрит глазами сквозь грузовик и видит, что туман стал гуще. Он быстро понимает, что они уже глубоко в городе. Он пытается сообщить Клаусу и Запу, где он, чтобы они могли помочь ему. Но он понимает, что снова полагается на других людей. Он чувствует, что ничего не изменилось, и он все еще трус, который ничего не может сделать. Он напоминает себе, что теперь он член Либры и должен взять дело в свои руки. Он придумывает план, как отвлечь монстров. Он использует звук, чтобы привлечь их внимание, и это их злит. Один из монстров начинает душить его. Лео использует обычные глаза, одну из способностей глаз Бога. Он вызывает у монстров галлюцинации в грузовике. Грузовик съезжает с дороги и переворачивается. Чейн использует свои способности оборотня и быстро находит грузовик. Оказывается, что Зэп все это время, даже будучи без сознания, тайно использовал свою способность выслеживать Лео. Она передает информацию Клаусу и остальным из Либры. Клаус прибывает на место и использует свою технику, которая создает огромный якорь из его собственной крови. Якорь приземляется на грузовик и уничтожает всех монстров. Либра забирает тело Лео. Сейчас Лео восстанавливается в больнице. Члены команды хвалят его за то, что он справился с ситуацией. Через несколько дней Лео набирается сил и бродит по территории больницы. Он находит кладбище за кустами. Внезапно к нему подходит девушка. Она представляется Лео как Уайт и просит его стать ее другом. Лео фотографирует призрака. Он спрашивает, появится ли она на фотографии. Уайт смеется над его вопросом и говорит, что он ей нравится. Она прыгает на него, и он теряет сознание. Лео просыпается в своей спальне. Он в ужасе от огромных существ, которые теперь окружают его комнату. Приходит его домовладелец и сообщает, что он превратил это место в высококлассный отель. Он выселяет Лео. У Лео нет другого выбора, кроме как ночевать в штаб-квартире Либры. Второй заместитель Клауса, Стивен, пытается договориться о повышении зарплаты для Лео. Однако Клаус сообщает ему, что Лео отказывается брать больше, чем заслуживает. Через некоторое время Стивен сообщает членам Либры о наркотиках «Ангел». Это новый наркотик на рынке, который позволяет временно изменять внешность. Он поручает Чейну собрать информацию у банд, а Лео и Зэп ищут наркоторговцев. Но несмотря на все их усилия, они не могут найти ни одной зацепки о том, как ангелы попадают в рабство. Лео и его команда возвращаются в штаб-квартиру. Лео так устал, что засыпает, пока остальные обсуждают ангелов. Когда он просыпается, Клаус спрашивает, устроился ли он в весах. Лео признается, что его до сих пор удивляют многие необычные вещи, которые происходят в организации. Он рассказывает, что встретил человека с самой невероятной красной аурой, которую он когда-либо видел. Стивен показывает ему красную карточку, и Лео соглашается, что она такого же цвета. Зап говорит, что это был вампир. Весы решают позвать своего эксперта по вампирам Блица Абрамса. Блиц показывает им руку вампира, который сжимает листок бумаги с именами старейшин. Старейшины — это бессмертные существа, обладающие удивительной способностью к регенерации без каких-либо слабостей. Блиц просит Лео прочитать, что написано на бумаге. Лео использует свои глаза богов. В его глазах рука постепенно разжимается. Но как только он видит имена, его глаза начинают слезиться, и он отшатывается от боли. Он открывает глаза и видит, что его зрение постепенно затуманивается. Клаус, Зап и Блиц берут Лео с собой, чтобы встретиться со старейшинами. Лео надел очки, чтобы не использовать свои способности. Его глаза перегружены, и он видит то, что обычно недоступно. Блиц хочет воспользоваться состоянием Лео и заглянуть в сердце Хелсалема, где живут старейшины. Они прибывают на место. Лео приказывает Блицу смотреть своим всевидящим оком до последнего. Он хочет, чтобы Лео не отрывал взгляда, пока его тело не сдастся. Лео подходит к перилам и осматривает местность. Он снимает очки и открывает глаза. Лео видит, что место полно бессмертных существ, окутанных красной аурой. Как и в случае с вампирами, он сообщает группе, что здесь не только 13 старейшин, но и множество других. Группа возвращается в город. Клаус получает видео, на котором вампиры из Либры Кей нападают на город. Кей и Стивен сражаются с ними, но вампиры постепенно одерживают верх. Лео видит это на видео и задается вопросом, как они выживут, если вампиры, которых он видел, заполонят их город. Клаус говорит Лео, что его глаза — ключ к распознаванию вампиров, скрывающихся в городе. Позже Зап приглашает Лео поесть на улице. Лео отказывается, потому что они опоздают на встречу с Либрой, но Зап настаивает, что они быстро поедят. Лео использует свою способность, чтобы управлять глазами Запа и вести мотоцикл. Они подъезжают к грузовику с монстром Пакманом. Зап пытается сбежать на мотоцикле, но одежда Лео цепляется за медаль грузовика. Хозяйка грузовика Агура узнает в Лео мальчика с всевидящим оком. Агура затаскивает его в грузовик и связывает. Агура рассказывает Лео о своей миссии. Когда-то у нее был парень по имени Броуди, у которого был прекрасный характер, но ужасное тело. Но она встретила Хаммера, у которого было ее телосложение.
Она уничтожила тело Броуди и превратила его в жидкость. Она ввела всю жидкость в тело Хаммера, чтобы он стал ее идеальным парнем, ростом в 6 футов, зарабатывал шестизначные суммы и имел 6 кубиков пресса. Но Клаус спас его и забрал в Либру. А Лагура собирается забрать у Клауса Броуди и Хаммера. Лео придумывает план, как помочь Либре изнутри грузовика. Стивен связывается с ним по наушнику и приказывает взять под контроль поле зрения грузовика. Ему нужно направить грузовик в определенное место, где они смогут его полностью уничтожить. Лео берет управление грузовиком на себя. Броуди и Хаммер наносят мощный удар по грузовику. Он взрывается и разлетается по всему городу. Лео забирает Либра. Его зашивают в больнице. На следующий день Лео идет покупать бургеры. Он видит, как грузовик сбивает существо Гриб. Он сразу же бросается ему на помощь, но Гриб просит у него бургер. Лео отказывается дать ему бургер, потому что купил его для себя и Запа. Позже Лео видит, как Гриб просит 2 курьеров купить ему бургеры. Курьеры просят заоблачную сумму денег. Гриб не понимает, что его обманывают, и отдает деньги. Лео говорит ему, что на эту сумму можно купить тонны бургеров, но Гриб не обращает на это внимания, потому что его не пускают в бургерную из-за того, что он инопланетянин. С тех пор Лео каждый день покупает ему бургеры. Гриб называет Лео хорошим парнем и представляется как Нед. Лео каждый день покупает Неду бургеры. Они вместе едят их по всему городу. Лео спрашивает Неджа о его матери. Недж отвечает, что не помнит свою мать. Его мать тоже не помнит, что родила его. На следующий день Лео ждет Неджа, но тот не приходит на их обычное место встречи. Он слышит, что какой-то Гриб был избит до полусмерти. Гриб выпустил споры, которые вызвали массовую амнезию в городе. Лео бросается на поиски Неджа. Он видит его в темном переулке. Лео спрашивает, что случилось, но Недж тоже ничего не помнит. Внезапно сзади на Лео нападает какой-то мужчина. Лео приходит в себя в грузовике. Он видит, как 2 курьеров избивают Неджа. Мужчина объясняет, что если они будут бить Неджа достаточно сильно, он покраснеет и снова выпустит споры, вызывающие амнезию. Они планируют воспользоваться этим и украсть у людей кошельки, пока те без сознания. Недж начинает краснеть, и Лео просит его терпеть боль. Недж внезапно вспоминает свою маму, и красный цвет исчезает. Он просит Лео не беспокоиться о нем, потому что он может выдержать их удары. Он не хочет забывать Лео, поэтому изо всех сил старается сдержаться. Лео не может смотреть, как его невинного друга избивают из-за эгоизма. Он берет под контроль их глаза и заставляет их на время потерять контроль. Курьеры злятся на Лео и бьют его по голове битой. Недж нервничает, видя, как Лео избивают, поэтому выпускает огромное количество спор, которые влияют на весь город. На следующий день Лео просыпается в больнице. Весы сообщают ему, что он стал жертвой массового случая амнезии. Лео идет покупать бургеры. Но он не понимает, зачем купил 2. Внезапно он начинает плакать. Он останавливается, когда видит, как грузовик переезжает грибное существо и идет помочь. Гриб просит у него бургер. Он отдает ему один, и они представляются друг другу. Через некоторое время Лео возвращается в штаб-квартиру. Внезапно ему звонит Западная. Он весь избит и умоляет Лео и Клауса прийти и спасти его. Лео и Клаус отправляются к Запу. Они видят, что там проходит подпольная битва на арене. Клауса случайным образом выбирают из зрителей, чтобы он сразился, а Лео продолжает искать Зап. Клаус побеждает всех соперников и воссоединяется с Лео и Запом. Лео оставляет их и встречает брата Уайта Блэка. Тот предлагает подвезти его домой на мотоцикле. На следующий день Лео навещает Уайта в больнице. Уайт неожиданно приглашает его в ближайшую часовню. Лео думает, что это странно, что Уайт в часовне. Но Уайт хочет помолиться за Лео из загробного мира. Блэк провожает их в часовню. Когда они приходят, Уайт просит Лео отдать ей его глаза Бога. Она объясняет, что, получив глаза Бога, она сможет вернуть тело Блэка от зла, которое им завладело. Она надевает на его глаза устройство, которое поглощает его глаза Бога. Лео теряет сознание, и Блэк переносит его в другой мир. Лео приходит в себя и видит, что Блэк сидит перед ним. Блэк использует устройство на глазах Лео, чтобы имитировать силу глаз Бога. Он использует глаза Бога, чтобы сотворить мощное заклинание, которое обезвреживает несколько бомб на территории Хелсилемо. Он объясняет Лео, что Уайт давно умерла и не была человеком. Единственное, что поддерживает в ней жизнь, это барьер, который ее родители установили вместо сердца, прежде чем уйти. Ее отправили в Хелсалом, чтобы она служила барьером и защитницей города. Лео потрясен правдой о девушке, которая ему нравится, и теряет сознание. Фемт приводит Лео в чувство и заставляет его встать. Лео спрашивает, кто он такой. Он пытается рассмотреть его, но его божественные глаза больше не работают. Фемту становится скучно, и он позволяет Лео сбежать. Лео возвращается в свой мир. Он слишком устал, чтобы даже взглянуть на лестницу, по которой идет. Он продолжает идти и в конце концов добирается до Хелсалама. Он узнает, что город сейчас переживает 2-й по величине коллапс. Барьер города медленно разрушается.
Везде в городе бродят гули и чудовища. В центре города появился огромный замок. Соник находит Лео и обнимает его. Он надевает очки и использует свои божественные глаза. Он смотрит на замок и видит, что там сидит Блэк и ждет его. Блэк тоже использует божественные глаза, которые он скопировал у Лео. Лео бежит к замку. Он встречает членов Лиги, которые пришли ему на помощь. Однако их прерывают падающие метеориты. Блиц объясняет Лео, что Уайт так, кто не дает городу разрушиться. Но ее барьер долго не продержится. Прежде чем барьер окончательно падет, Лео должен сразиться с Блэком и спасти Уайт. Лео продолжает бежать к замку. По пути он встречает Броди и Хаммера. Они говорят ему, что готовы помочь Лео подняться на вершину замка. Они хватают Лео и подбрасывают его вверх. Цепь ловит его в воздухе. Но на них падает огромное здание. Другой член весов Зет использует свою технику, чтобы поймать Лео на расстоянии. Лео хочет продолжать идти к замку. Но Зет останавливает его своей техникой. Появляется Шейн и спрашивает Лео, правда ли он собирается идти к замку один. Зет добавляет, что эта битва будет отличаться от обычных миссий, на которые они ходят. Он считает, что Лео ослеплен реальностью их положения, но он знает, что Лео смелый, поэтому отпускает его. Лео бежит к замку, несмотря на метеоритный дождь. Но в этот момент у него в глазу ломается линза правого ока Бога. На него нападают гули, но Зап вовремя спасает его. Гилберт, дворецкий весов, тоже появляется и предлагает Лео подвести его до замка. Лео, наконец, добирается до замка. Но тот уже разрушен. Он видит Блэка и Клауса в центре битвы. Блэк спрашивает Лео, пришел ли он, чтобы прикончить его оком Бога. Лео отвечает, что не уверен, правильно ли это. Он добавляет, что они еще встретятся, и тогда он сможет дать ему ответ на этот вопрос. Лео использует свое око Бога и смотрит на Блэка. Он видит, что внутри него плачет настоящий Блэк, который все еще хочет жить. Лео зовет Уайт. Он пытается разбудить ее, чтобы барьер города снова заработал. Лео находит Уайт, лежащую без сознания на кладбище. Она говорит, что проснулась от голоса Лео. Он уже знает ее секрет, поэтому ей не нужно чувствовать себя виноватой за то, что заманила его в часовню. Лео добавляет, что видел настоящую белую и теперь хочет жить. Единственный, кто может спасти душу белой, это черный. Лео подбегает к черному и хватает его за воротник. Они прижимаются лбами друг к другу, и Лео использует свой навык совместного видения. Черный видит, как к нему приближается душа белой и падает. Лео наблюдает, как черный и белая воссоединяются. Черный использует последние силы, чтобы восстановить барьер для жителей Хелса с помощью души белой. Лео стоит, наблюдая, как город возвращается к нормальной жизни. Бедствия прекратились, и все злые существа исчезли. Он подходит к Клаусу, который лежит на земле без сил. Клаус хвалит Лео за проделанную работу. Лео извиняется за доставленные неприятности, но на его глазах выступают слезы. Он понимает, что белая пожертвовала своей жизнью ради мира. Лео остается в своей комнате и играет в новую приставку, которую он купил. Он извиняется перед Микелой за то, что купил игры вместо того, чтобы увеличить ее пособие. Внезапно ему звонит западная. Лео идет за ним. Он говорит, что у него сегодня выходной. Он выглядывает в окно и видит, как Зап и Зет летят по небу. Зап бросает ему портфель и улетает. Он просит Лео отнести портфель в штаб, потому что они с Зедом заняты борьбой с нарушителями порядка. Лео открывает портфель и видит отрезанную голову президента. Голова обращается к Лео. Он просит его дать ему свой телефон. Президент хочет сообщить своим коллегам, что он находится в доме Лео. Внезапно появляются несколько вооруженных людей и взрывают дом. Лео и президент успевают выбежать на соседнюю улицу. Президент сообщает Лео, что их враг сильнее, чем они думали. Лео спрашивает, как они собираются просить о помощи, если у него теперь нет телефона. Но президент отвечает, что это правильно, что он оставил телефон, потому что он может выдать их местоположение. Он просит Лео отвезти его к товарищам. Он обещает, что правительство возместит все его убытки, как только он доставит его. Лео соглашается помочь. Он идет по соседней улице с президентом. Он слышит, как какие-то существа ищут его и президента. Лео старается идти осторожно. Но мимо проходит его коллега и кричит на него. Он спрашивает, почему Лео крадется с огромным портфелем. Лео оборачивается и видит, что несколько существ уже преследуют его коллегу. Существа бросаются за Лео. К ним подбегает Чейн и говорит, чтобы он продолжал бежать, пока она их отвлекает. По дороге Лео встречает Соника. Он говорит ему не идти по улице, потому что там его тоже ждут существа. Внезапно появляется мужчина и бросает веревку, чтобы Лео смог забраться на крышу. Он обнимает мужчину и благодарит его за спасение. Снайпер стреляет в мужчину издалека, и тот падает. Другой мужчина помогает Лео спуститься с крыши. Они убегают, но на их пути появляется огромное существо. К ним подбегает Кака и взрывает существо. Лео продолжает бежать, но натыкается на огромную армию существ. Тем временем в город прибывают новые члены Либры, чтобы помочь Лео выбраться с места происшествия. Лео наконец добирается до безопасного места.
Президент спрашивает Лео, зачем он приехал в город. Лео меняет тему, потому что не хочет говорить о том, что случилось с его сестрой. Вместо этого он спрашивает президента, что происходит за пределами города. Но их разговор прерывается, когда внезапно появляются Броуди и Хаммер. Лео говорит, что нужно быть осторожным, потому что поблизости есть боевые автоматические турели. Лео попадает под обстрел и взлетает в воздух. Он падает в ближайший переулок и начинает ныть, утверждая, что больше не может выполнять свою работу. Президент называет его неудачником и слабаком за то, что он так легко сдался. Он напоминает Лео, что тот может сделать гораздо больше, чем просто ныть. Лео воодушевляется и садится на свой мотоцикл. Он мчится в зал, где должна быть доставлена голова президента. Но на его пути появляются боевые автоматические турели. Он поворачивает мотоцикл, чтобы увернуться от выстрелов. Он использует свои глаза Бога, чтобы ослепить людей в боевых турелях. Наконец он добирается до зала. Секретарь президента приказывает Лео отдать голову президента, направив на него пистолет. Лео замечает, что Клаус и Стивен тоже находятся в зале. Он не понимает, почему эти двое оказались в заложниках у повстанческой команды секретаря. Существо угрожает отрубить Клаусу и Стивену головы. Стивен использует свою силу, чтобы заморозить существо, а Клаус наносит удар, от которого оно взрывается. Голова президента соединяется с телом, и он успешно произносит свою инаугурационную речь перед горожанами. Снаружи, по рации, Лео сообщают, что он может пока остаться в офисе Либры, так как его дом разрушен. На следующий день Лео и Зеппа спасают задание на вертолете. Состояние Зеппа критическое. Вертолет приземляется возле загадочной больницы, окруженной густым туманом. Пилот видит внизу медиков, которые ждут приземления вертолета. Они доставляют Лео и Зеппа в больницу. Они сообщают врачам, что у Зеппа несколько переломов, полученных в результате лобового столкновения с бронированным трейлером. К Лео подходит мальчик, и Лео спрашивает его, не врач ли он. Мальчик подтверждает, и Лео удивляется, что у ребенка уже есть медицинское образование, в то время как вы, неудачники, все еще сидите в подвале своих родителей. Мальчик и его команда врачей осматривают Зеппа. Лео связывается со Стивеном и Клаусом. Они спрашивают Лео о больнице. Лео отвечает, что больница появилась из ниоткуда. Клаус подтверждает, что это та самая больница, которая пережила великое крушение Нью-Йорка 3 года назад. Клаус и Стивен были внутри во время крушения. Внезапно на больницу напали два вампира. Клаус и Стивен вышли наружу и сразились с вампирами. Стивен попытался заморозить их, но у него ничего не вышло. Два вампира пытались подобраться к Клаусу и Стивену, но они были слишком быстрыми. Стивен использовал свою способность замораживать, но вампир разбил его лед за секунду. Клаус и Стивен атаковали с двух сторон, но вампиры оказались слишком сильными. Один из вампиров успешно проник в больницу. В поисках жертв Клаус и Стивен продолжили сражаться с другим вампиром. Но его регенеративные способности были слишком высоки, и атаки не причиняли вампиру никакого вреда. Клаус приказал Стивену разобраться с вампиром в больнице, а сам продолжил сражаться с другим вампиром снаружи. Внезапно над Клаусом и Стивеном должен был обрушиться огромный камень. Но он завис в воздухе. Вампиры отступили, почувствовав, что могущественный маг помогает Клаусу и Стивену. В настоящем времени Стивен рассказывает Лео, что после того случая они так и не смогли найти больницу. Внезапно позади них происходит крупная автомобильная авария. Клаус, Стивен и Лео бегут на помощь пострадавшим. Но тут подъезжает большая бригада медиков и оказывает помощь пострадавшим. Приходит доктор, который работал здесь 3 года назад, и приглашает всех троих в больницу. Зап выходит из операционной. Он в инвалидном кресле, весь в бинтах. Клаус хватает доктора и спрашивает, что произошло после того случая 3 года назад. Директор больницы отвечает на вопрос Клауса. После того случая он обнаружил, что больница разрушена, а вокруг лежат раненые. Клаус извиняется перед доктором за то, что не смог их защитить 3 года назад. Доктор сообщает, что 247 пациентов, которые были в больнице в тот день, еще живы. Она ведет их в палату, где находятся 247 пациентов в коконах. Они подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Тела внезапно начинают светиться, указывая на присутствие вампира. Он здесь, чтобы питаться жизненной энергией 247 пациентов. Доктор просит его остановиться, но он отвечает, что очень голоден. Зап подходит и оскорбляет вампира. Вампир быстро швыряет его в стену. Доктор отвлекает вампира. Она расправляется с вампиром, разрубая его на куски. Но тут появляется второй вампир. Он клянется отомстить за своего напарника и устраивает взрыв в больнице, но Клаус заслоняет всех собой. Лео начинает расшифровывать слова, которые могут остановить вампира. Он отправляет сообщение Клаусу, но вампир замечает Лео и пытается его схватить. Стивен замораживает его, и Клаус успевает прочитать сообщение. Вампир пытается добраться до Клауса, но тот использует свою способность и убивает его. Лео вспоминает, как Микелла пожертвовала своим зрением, чтобы он мог получить глаза Бога.
Он просыпается от шума убегающих горожан, которых преследует огромный монстр. Лео тоже убегает, но натыкается на банду. Они затаскивают его в переулок. Он видит наверху Чиан и просит ее о помощи. Но Чин игнорирует его. Лео избивают члены банды. Они крадут его кошелек, и он беспокоится, потому что там лежат деньги, которые дала ему Микелла. Он признает, что было бы проще взять их под контроль, но ему не нравится использовать свои способности ради собственной выгоды. Лео идет к члену Либры по имени Патрик, у которого есть оружейное. Он просит у Патрика оружие. Патрик удивлен, потому что Лео всегда предпочитал быть безоружным. Он показывает ему огромный пистолет, но Лео отказывается. Вместо этого он берет электрошокер. Патрик предупреждает, что с электрошокером ему не победить врагов. Но Лео считает, что этого достаточно. Он выходит из оружейной и направляется в ближайший клуб. Он находит членов банды, которые его избили. Подходит к ним и требует вернуть свой бумажник. Бандит игнорирует его и говорит, чтобы он убирался. Лео объясняет, что там лежат деньги, которые ему дала сестра, и они ему нужны. Бандит направляет на Лео нож и говорит, что ему плевать на его уродливую сестру. Лео злится, когда тот оскорбляет его сестру. Он достает электрошокер, чтобы отпугнуть бандита. Но бандит насмехается над ним. Он пытается напугать Лео, говоря, что тот станет убийцей, если действительно его ударит. Лео не решается использовать электрошокер, и бандиты избивают его. Они забирают его электрошокер и оглушают его. Лео чувствует себя побежденным и возвращается домой. По дороге он встречает Запа. Он просит его использовать свои божественные глаза, чтобы найти кошку. Зап объясняет, что ему угрожает девушка, которая потеряла свою кошку. Он добавляет, что у него осталось всего 30 минут, чтобы закончить миссию. Лео объясняет, что даже если он воспользуется своей способностью, он не сможет найти кошку, которую никогда раньше не видел. Лео садится на мотоцикл и уезжает с Запом. Он просит Лео уговорить девушку снять с него заклятие, которое она наложила. На следующий день Джейн видит, как Лео дерется с Неджем. Он злится на Неджа, потому что тот все забыл. Она останавливается рядом с ними, чтобы посплетничать, но их ссора становится все сильнее, и она уходит. Но Нидж встает перед ней. Она роняет блокнот ему на голову и спрашивает, действительно ли он дружит с Лео. Ней подтверждает, что они лучшие друзья. Джейн жалеет Нея, потому что он все забыл, и просит его записывать все, что он вспомнит. Ней спрашивает, кто она такая. Джейн представляется духом бургера. Ней начинает сходить с ума, когда слышит про бургеры, и Джейн убегает. Ей звонит Стивен. Он сообщает, что в Либре ничего не происходит, и она может отдохнуть. Джейн идет в свою вонючую комнату и отдыхает. На следующий день она просыпается и сразу же направляется в штаб-квартиру. Но ей звонит заместитель главы организации оборотней. Всех 5 членов организации вызывают на совещание. Они планируют напасть на вампира. Один из членов команды предполагает, что это ловушка, которую устроил вампир. Заместитель главы подтверждает это. Но они не могут сидеть сложа руки. Заместитель главы показывает план здания. Он сообщает оборотням, что им нужно отключить компьютерные системы, которые взорвут бомбы. Все 5 немедленно отправляются на место. Они успешно проникают в здание благодаря своим способностям оборотней. Они быстро и незаметно пробираются к компьютерным системам. Клаус и Стивен внезапно врываются в штаб-квартиру организации оборотней. Клаус показывает заместителю главы фотографию существа. Заместитель главы сразу же узнает в ней Вельвет. Она может менять свою внешность и раньше притворялась одним из оборотней. Клаус сообщает им, что Вельвет заключила сделку с очень могущественным вампиром по имени Задра. Задра — одна из 13 старейшин, которая может чувствовать все звуки, свет и вибрации. Клаус предупреждает их, что если Вельвет заключила сделку с Задрой, то это может лишить оборотней их способностей. 5 членов организации встречаются с Вельвет. Она душит их всех сразу. Они в шоке, что она все еще жива, ведь они уже давно пытались ее убить. Один из оборотней предполагает, что она выжила, заключив сделку с монстром, чтобы получить больше силы. Вельвет приходит в ярость и начинает избивать оборотня. Она обвиняет их в том, что они пытались ее убить и встали на пути ее планов. Цепь успешно вырывается из ее оков благодаря ее невидимости. Вельвет пытается схватить ее в воздухе, но не может дотянуться до ее невидимого тела. Она увеличивает чувствительность своих органов чувств, чтобы найти цепь, но не может ее найти. Она пытается использовать свои способности на пределе, но это не помогает. Она все еще не может найти цепь. Цепь показывает Вельвет свое изображение. Вельвет тянется к ней, но это подделка. Она пытается увеличить свою чувствительность до максимума, пока не сходит с ума и не взрывается. Чейн успешно выполняет задание. Член Ордена Либра приводит ее в комнату, но она выгоняет их. За пределами штаб-квартиры Лео разбирает посылки Гилберта. Огромная небесная рыба внезапно нападает на Гилберта и ломает ему кости. Лео успешно фотографирует небесную рыбу, напавшую на Гилберта, но Зап считает, что это просто сбой в его камере. Гилберт просит их прекратить драться, утверждая, что его травмы несерьезны. Но когда он слегка шевелится, то чувствует, что его кости снова ломаются. Внезапно ему звонит его личная горничная Кэтрин.
Кэтрин сообщает ему, что знает о его травмах. Гилберт отрицает это, но Кэтрин говорит, что Клаус рассказал ей. В штаб-квартиру входит дворецкий и представляется как Филипп. Гилберт сообщает всем, что Филипп будет работать его помощником, пока он сам не поправится. Филипп начинает заменять Гилберта на его работе. Зап рассказывает Гилберту, что Филипп делал в последнее время. Он предупреждает, что из-за Филиппа Гилберт может потерять должность исполнительного дворецкого в Либре. Но Лео считает, что Гилберт – замечательный человек, которого никто не сможет заменить. На следующий день Лео и Филипп осматривают Хелси-стрит. Лео рассказывает о местах и способах передвижения в городе. Он напоминает, что нельзя говорить о том, что ты из Либры, потому что многие хотят навредить их организации. Лео внезапно сталкивается с каким-то существом. Существо проходит мимо, но Филипп останавливает его. Филипп приказывает существу вернуть то, что оно только что украло у Лео. Существо достает пистолет и направляет его на Филиппа. Филипп борется с ним и валит на пол. Существо извиняется и соглашается вернуть вещи Лео. Они возвращаются в штаб-квартиру. Филипп видит, что Гилберт тайком выполняет свои обязанности. Филипп останавливает его, но Гилберт настаивает, что есть дела, которые он не может ему доверить. Он объясняет, что это слишком опасно для Филиппа, потому что люди и нелюди постоянно охотятся за ними. Филипп расстраивается, потому что думает, что Гилберт ему не доверяет. На следующий день Гилберт крадется за Филиппом. Он общается с ним телепатически. Он просит Филиппа признаться, потому что чувствует, что с ним что-то не так. Филипп поднимает волосы, закрывающие его лицо, и показывает, что у него нет глаза. Гилберт понимает, что у них забрали мозг. Он спрашивает Филиппа, где его мозг. Но Филипп не знает. Гилберт просит Лео использовать его божественное зрение, чтобы найти мозг Филиппа. Гилберт просит Лео использовать его божественное зрение, чтобы найти мозг Филиппа. Лео использует свою способность и видит, что мозг Филиппа находится у группы монстров. Клаус настаивает на том, чтобы пойти и забрать мозг Филиппа. Гилберт останавливает его. Он объясняет, что Филипп пожалеет, если его хозяин подвергнется опасности. Гилберт, Лео, Филипп, Зет и Зеп отправляются на место, где находятся монстры. Гилберт связывается с монстрами через Лео. Он предлагает им выбрать один из 3 вариантов. Первый. Они могут немедленно вернуть мозг и оставить его там. Второй. Они могут сразиться и забрать мозг. Третий. Они могут уничтожить мозг, но тогда Либре придется их прикончить. Монстры насмехаются над ними и отказываются выбирать что-либо из предложенных вариантов. Группа прибывает на место, где находятся монстры. Их встречают вооруженные монстры, которые уже ждут их. Гилберт стреляет в них из пистолета, который есть в машине. Зет тоже использует свою технику, чтобы расчистить путь. Лео использует свое божественное зрение, чтобы найти монстров, у которых находится мозг Филиппа. Но они быстро уезжают на своем грузовике. Гилберт быстро догоняет их. Он видит, что за ними гонятся другие монстры и стреляет в них из пистолета, который есть в машине. Грузовик монстров, который едет впереди, тоже открывает огонь. Гилберт использует способность машины двигаться, чтобы увернуться от пуль. Он разгоняется, чтобы догнать грузовик монстров. Огромный монстр разрезает Гилберта и его машину пополам. Но его тело регенерирует, и он взрывает монстра. Они извлекают мозг Филиппа, и Зеп ловит его с помощью своей техники. Филиппу делают операцию по восстановлению глаза и мозга. Лео и Зеп отправляются на задание. Их окружают вооруженные существа. У этих существ нет глаз, поэтому Лео не может контролировать их видение. Лео и Зеп начинают сражаться, и существа слышат их. Зеп пытается защитить Лео, но тот вместо этого пинает его. Лео натыкается на существо и падает. Ему снится его сестра и монстр, который дал ему глаза Бога. Лео пытается помешать ей пожертвовать своим зрением, но его поглощает тьма. Он просыпается и оказывается в больнице. Входит врач и спрашивает о его состоянии. Лео пользуется случаем и спрашивает врача о своей сестре. Ему интересно, знает ли она о лекарстве, которое могло бы помочь ей снова ходить. Он спрашивает, можно ли вылечить его сестру в Хелсалеме. Врач отвечает, что не рекомендовала бы это, потому что многие методы лечения в Хелсалеме основаны на правилах из другого мира. Если Мишель будет лечиться в Хелсалеме, это будет очень рискованно. Лео спрашивает, относится ли это и к его глазам. Приходит директор больницы и отвечает на его вопрос. Он объясняет, что еще не было случая, чтобы носитель глаз Бога смог их удалить. Удаление глаз Бога у носителя означало бы нарушение договора с божественным существом. Лео выписывают из больницы, и он возвращается в штаб-квартиру Либры. Клаус объявляет экстренное собрание членов Либры, потому что на город нападает огромный монстр. Члены Либры отправляются на место происшествия. Стивен мгновенно расправляется с монстром, не вступая в бой. Он замораживает его и приказывает солдатам сжечь его. Стивен пытается дозвониться до своей помощницы Аналы, но не может с ней связаться. Они направляются к входу в штаб-квартиру Либры, но там их ждет монстр. Зеп расправляется с монстром. Офицер сообщает, что монстр разрушил вход в штаб-квартиру. Клаус приказывает членам команды разделиться и искать другие входы. Они возвращаются на крышу, чтобы обсудить свои находки. Однако они обнаруживают, что все входы в их штаб-квартиру разрушены. Они вызывают слесаря, чтобы тот проверил состояние их офиса.
Слесарь сообщает, что весь офис полностью заперт изнутри. Они не могут попасть туда ни физически, ни с помощью магии. Лео оглядывается и видит Джейн, которая идет в офис. Она зовет Стивена, но тот не слышит ее. Стивен пытается предупредить Джейн, но она случайно активирует защиту офиса, и он взрывается. Зэп и Зет объединяют свои силы, чтобы создать огромную сеть для поимки Чейна. Джейн сообщает, что видела, как весь офис был заполнен гигантскими насекомыми. Зэп удивляется, как насекомые смогли обойти защиту офиса. Стивен подозревает, что в офис проник только один человек и развел там насекомых. Клаус спрашивает слесаря, сколько времени потребуется, чтобы взломать замок. Слесарь отвечает, что это займет 3 часа. Лео использует свои божественные глаза и видит огромного монстра, нападающего на город. Стивену звонит Кака и сообщает, что она на месте. Она собирается взорвать офис из своего оружия. Стивен отчаянно пытается остановить ее, утверждая, что Аннала все еще внутри. Клаусу звонит монстр из их офиса. Он сообщает Клаусу, что они хотят занять его место, пока не достигнут уровня бога. Внезапно активируется защитный барьер их штаб-квартиры. Никто не может войти, потому что барьер взорвется. Клаус просит Лео взломать его глаза, чтобы он мог видеть состояние барьеров. Клаус проверяет барьеры и решает подняться наверх. Клаус добирается до самого верха и приказывает Кака начать разрушать барьеры. Ее выстрелы не достигают цели из-за силы барьеров весов. Но Клаус и Лео уже поднялись в кабинет. Монстр атакует их своими насекомыми, но Клаус уже начал атаку. Он использует свою технику и пронзает монстра огромным копьем. Офис восстановлен. Члены решают устроить вечеринку, чтобы официально представить Зёда. Зет случайно слышит, как Зап жалуется на расходы, которые он приносит организации, потому что он наполовину рыба. Он решает поискать работу на стороне. Но никто не хочет его брать, потому что он наполовину съедобный. Его необычная внешность не подходит ни для одного заведения, и никто не хочет его принимать. Он идет в бар, чтобы выпустить пар. Он вспоминает, как его учитель Раджу принял его, несмотря на его необычную внешность. Он хотел, чтобы Зет стал его учеником и тренировался с ним. Зет идет по улице, чувствуя себя совершенно разбитым. Ему кажется, что ему нет места в этом мире. Никто не принимает его как человека, а русалки не принимают его как своего, потому что у него неправильные части тела. Внезапно на него нападают вооруженные люди. Зет все еще пьян от выпитого пива, поэтому не может сопротивляться. Мужчины крадут его снаряжение, которое позволяет ему дышать под водой. Лео, Чанг и Зэп находят Зеда лежащим без сознания на земле. Они быстро замечают, что его снаряжение украли. Группа возвращается в офис, чтобы поместить Зеда в аквариум. Лео чувствует себя виноватым перед Зедом, поэтому клянется вернуть его снаряжение. Он использует свои божественные глаза, чтобы взломать зрение Зеда. Он видит мужчин, которые забрали снаряжение Зеда. Он описывает воров другим членам Либры. Но тут всех членов Либры вызывают на срочное совещание. Клаус извиняется перед Лео. Лео решает сам вернуть снаряжение Зеда. Он использует свои божественные глаза, чтобы проследить за отпечатками ног мужчин. Внезапно появляется Джейн и говорит, что не хочет участвовать в деле Либры. Она хочет помочь Лео. Лео добирается до места, где заканчиваются следы. Они оказываются перед огромным зданием. Чанг проводит расследование и выясняет, что это крупная оружейная компания, специализирующаяся на боевых киборгах. Здание окружено вооруженной охраной, поэтому Лео и Чанг решают действовать тихо. Но тут появляется Зэп и начинает шуметь. Лео и Чанг пытаются его остановить, но он тоже хочет отомстить за Зеда. Он подходит к охраннику и спрашивает о 2 мужчинах, которые украли снаряжение Зеда. Один из охранников нападает на Зэпа с мечом. Зэп использует свою технику и достает еще больший меч. Зэп уничтожает целую армию солдат одним мечом. Зэп крадется на верхний этаж, где может узнать больше о том, где находится снаряжение Зеда. Она успешно добирается до верхнего этажа и открывает чемодан, в котором хранится снаряжение Зеда. Девушка, охраняющая чемодан, предупреждает Зэп, что выстрелит в нее. Зэп достает оружие из потолка и начинает стрелять в девушку. Но она незаметно подкрадывается к девушке сзади. Зэп поднимает ее и угрожает, что если та совершит еще одно преступление, то она с ней расправится. Лео, Зап и Зэп выходят из здания. Но из него появляется огромный монстр. Зед появляется как раз вовремя, чтобы победить монстра. Он использует свою технику, чтобы создать мини-аквариум для своей головы. Лео, Зап и Зэп смеются, потому что они рисковали своими жизнями, чтобы вернуть снаряжение Зеда, когда он мог использовать свою технику, чтобы дышать на суше. Лео выходит на улицу с Соником и своим новым другом-монстром по имени Риил. Огромный монстр внезапно заводит их в переулок. Монстр крадет деньги у Лео. Он просит еще денег, но Лео говорит, что у него больше нет. Монстр пытается ударить его, но Лео уворачивается. Он хватает Лео за одежду и поднимает его. Лео задыхается и падает. Через несколько минут он приходит в себя. Он злится на себя за то, что всегда был таким слабым. Он заставляет себя встать и сражаться. С неба падает заводной робот и ударяется о его голову, разбиваясь на части.
Разлетевшиеся части робота начинают разговаривать с Лео. Они представляются как легато, доктор, который сражается с различными патогенами с помощью своего оружия. Лео использует свои глаза бога и видит насекомое размером с муравья, которое говорит. Лео приводит легато к себе домой. Легато сообщает ему, что сражается с бактериальным террористом, и Лео спрашивает, не замешан ли он в террористической деятельности с использованием биологического оружия. Легато объясняет, что бактериальный террорист — это Гемина. Он очень опасный микроорганизм. Он гений и первый среди Гермхеймов, кто овладел магией. Легато хочет как можно скорее найти и арестовать Гемина. Но когда он приземлился на голову Лео, его тело и оружие были уничтожены. Их разговор прерывается, когда домовладелица Лео заходит в его комнату. Она спрашивает, может ли Лео с помощью Соника достать ее кошку, застрявшую под трубами здания. Лео берет под контроль зрение Соника и приказывает ему спуститься по трубам. Он объясняет, куда идти, чтобы найти кошку хозяйки. Соник находит кошку, и они успешно возвращают ее хозяйке. Лео засыпает. Проснувшись, он видит, что Легато починил часть своего оружия, чтобы обезвредить Гемина. Легато сообщает Лео, что остальное починить не получится. Легато предлагает Лео принять участие в битве. Лео приводит Легато в штаб-квартиру весов. Он спрашивает Стивена, знает ли тот что-нибудь о Гемина. Легато объясняет, что скоро он начнет увеличивать и укреплять живые существа. Стивену звонит Клаус и сообщает о чрезвычайной ситуации неподалеку. Гигантский монстр сражается с отрядом полиции. Клаус присылает фотографию монстра. Стивен показывает ее Лео, и тот узнает, что монстр был изменен с помощью процедуры Гемина. Легато сообщает, что Реалу, скорее всего, тоже сделали эту процедуру. Стивен включает телевизор, и они видят, что Реал атакует весь город. Самый большой в мире гигантский робот-трансформер выходит вперед, чтобы сразиться с Реалом ради мира в городе Хелсолем. Силы города тоже стреляют по Реалу, но он легко восстанавливается. Гигантский робот-трансформер видит силу Реала и убегает. Реал внезапно вспоминает Лео. Он умоляет его найти и остановить его. Клаус и Стивен координируют свои действия, чтобы удержать Реала на месте. Зед, Броуди, Хаммер и Кака тоже готовятся атаковать его. Реал отказывается двигаться или сопротивляться, потому что он пришел в себя. Лео прилетает на самолете вместе с Соником и Легато. Он берет под контроль глаза Соника и отправляет его внутрь тела Реала. Лео управляет телом Реала с помощью Соника. Легато сообщает им, что они должны добраться до ствола мозга Реала. Однако глаза Лео начинают перегреваться. Изображение, которое видит Соник, становится размытым. Лео видит, что Реалу приходится нелегко. Он отказывается сдаваться, даже когда его глаза уже горят от жара. Соник добирается до ствола мозга и стреляет в него из оружия Легато. Соник быстро покидает тело Реала. Реал, наконец, возвращается к своему первоначальному размеру. В штабе члены Либры обсуждают свои планы по срыву сделки между преступными организациями. Кака отказывается идти, потому что ей нужно присутствовать на родительском дне в школе своего сына. Стивен пытается манипулировать ею, утверждая, что они могут погибнуть во время миссии, и она больше никогда их не увидит. Кака злится на манипуляции Стивена и, наконец, соглашается. Кака сообщает сыну, что не сможет прийти на родительский день в школе. Ее сын Кейн злится на нее. Приходит ее муж и помогает ей объяснить все Кейну. На следующий день Кака звонит Патрику и просит его дать ей дистанционное оружие, которым она может управлять откуда угодно. Кака расстреливает всех тварей, охраняющих преступников, с помощью снайперской винтовки с дистанционным управлением, которая подключена к ее очкам. Она надевает те же очки, что и на родительском дне в школе. Ей звонят члены организации и сообщают, что путь отступления успешно перекрыт. Но внезапно она получает от них экстренное сообщение. Их силы окружены и не могут прорваться из-за неожиданного вражеского огня. Их окружают 12 бронированных механических тварей. Кака идет в школьный туалет. Она достает ноутбук и консоль, чтобы поиграть в Call of Duty в реальной жизни. Она расстреливает всех бронированных тварей, и силы хвалят ее. Кака возвращается в класс, но детей там уже нет. Мужчина сообщает ей, что дети перешли в другой класс. Кака снова звонит члену организации и просит о помощи. Она снова идет в туалет, чтобы управлять вертолетом и снайпером. Внезапно она теряет контроль над вертолетом и видит, что его останавливает вампир. Кака решает сразиться с врагом напрямую, потому что с помощью дистанционного оружия его не победить. Она понимает, что мужчина, с которым она только что познакомилась, был членом преступной организации. Она находит укромное место в школе и направляет на него пистолет. Мужчина говорит, что не ожидал увидеть члена Либры в школе. Мужчина тоже вампир, и он управляет вампиром, который находится в логове преступной организации. Стивен решает использовать свою технику, чтобы сразиться с деревянным вампиром, которым управляет мужчина. Он обрушивает на вампира град ледяных осколков, но тот отбивает их одной рукой. Стивен создает более крупные осколки, но они не причиняют вампиру вреда. Вампир хвалит Стивена за то, что он так хорошо контролирует свою ледяную магию, но говорит, что в одиночку ему не победить. Стивен нападает на вампира в лоб. Вампир наносит Стивену удар острыми когтями.
Мужчина подозревает, что вампир пришел за детьми. Но мужчина говорит, что он тоже отец. Внезапно дочь мужчины находит их и зовет его. Мужчина отвлекается, и Стивен наконец-то убивает вампира. Тем временем Лео направляется в ближайшее интернет-кафе, чтобы поговорить с Блэком. Блэк уже уехал из Хеллсейла после их последней битвы. Лео приглашает его в Хеллсейл. Блэк соглашается. Он хочет создать новые воспоминания в Хеллсейле, потому что большинство его воспоминаний о городе связаны с Уайтом. Лео добавляет, что им нужно многое обсудить. Блэк предполагает, что они будут говорить о своих сестрах. Он предлагает Лео позвонить его сестре Мишель и кладет трубку. Лео решает позвонить своей сестре. Мишель ругает его за то, что он редко ей звонит. Лео оправдывается, говоря, что был занят. Затем Мишель сообщает Лео, что выходит замуж. Лео удивляется этой новости. Он случайно показывает всем в интернет-кафе свои видения. Посетители кафе начинают сходить с ума и стрелять из оружия. Мишель добавляет, что она едет к Лео, потому что он единственный, кто еще не видел ее жениха. Лео возвращается в штаб-квартиру. Он сообщает Клаусу и Стивену, что его сестра приедет в город через несколько дней. Клаус и Стивен предупреждают его, что, поскольку их глаза связаны, его глаза тоже могут пострадать, если с Мишель что-то случится. Они решают отправить членов клуба «Весы» охранять Мишель. Через 3 дня Лео приезжает в отель, где остановится Мишель. Он нервничает, потому что давно ее не видел. Раздается звонок лифта, и появляется Мишель. Лео сразу же обнимает ее. Мишель берет его лицо в ладони и говорит, как сильно она за него волновалась. Лео отвечает, что волноваться не о чем, потому что у него все хорошо. Их разговор прерывает появление жениха Мишель. Мишель знакомит Лео с Тоби. Тоби пожимает Лео руку и говорит, что Мишель много о нем рассказывала. Он шутит над Лео, и Мишель начинает смеяться. Лео смотрит на Мишель и чувствует облегчение, видя, что ее сестра встретила хорошего человека, который ее смешит. Лео и Тоби провожают Мишель в ее номер. Лео оглядывается по сторонам, потому что чувствует опасность. Он снова смотрит на Тоби и понимает, что тот одержим могущественным монстром. Он извиняется перед Мишель, говоря, что пойдет в туалет. Лео направляется в туалет, а Тоби идет за ним. Он угрожает Лео своим острым когтем. Он спрашивает Лео, действительно ли тот его видит, потому что у него глаза Бога. Лео предполагает, что Тоби уже заметил, что он знает его истинную сущность. Он спрашивает, кто он такой на самом деле и живо ли еще тело Тоби внутри него. Монстр представляется как доктор Гамамадзу и говорит, что настоящее тело Тоби все еще живо. Он сообщает Лео, что его цель – исследовать протезы богов по всему миру и изучить их. Лео спрашивает, зачем он использует Микелу в своих целях. Лео узнает в Риге огромное существо, которое подарило ему глаза Бога. Доктор Гамамадзу объясняет, что глаза Бога были дарованы людям с древних времен. Это были сверхсовременные скрытые камеры, которые позволяли наблюдать за величайшими событиями в истории. Лео возмущен словами Гамамадзу. Однако Гамамадзу демонстрирует Лео свою силу. Он убивает существо, которое, по мнению людей, все еще живо, но когда Лео использует свои глаза Бога, он видит, что существо уже мертво. Гамамадзу показывает Лео, что у него тоже есть один глаз Бога. Он утверждает, что все глаза в этом месте под его контролем, поэтому никто не может увидеть его преступление. Он просит Лео отдать ему один глаз, и тогда он сможет спасти Микелу. Внезапно появляется Зап и говорит с Лео. Он уверяет его, что с Микелой все в порядке. Однако Зап не видит Гамамадзу. Он спрашивает, может ли он уйти, раз ничего не происходит. Лео просит его остаться. Зап в замешательстве, потому что ничего не происходит. Но Лео видит, что Гамамадзу нацелил свои острые когти на шею Запа. Лео отпускает его. Он возвращается к Микеле. Он видит, как ее сестра и Тоби смеются вместе. Микела замечает его и просит сесть с ними. Лео понимает, что Микела уже догадалась, кто такой Тоби на самом деле. Он думает, что ее сестра не может никому доверять, поэтому она молча просит его о помощи. Лео чувствует себя виноватым перед Микелой за то, что она осталась наедине с неизвестным существом. Лео звонит Стивен и Клаус. Они сообщают ему, что в городе появился вампир, поэтому ему нужно пойти с ними. Лео рассказывает сестре о ситуации. Он обещает вернуться, как только все закончится. Тоби спрашивает, может ли он вернуться ночью, потому что у них мало времени. Он искренне любит Микелу и хочет ей помочь. Появляется доктор Гамамазу и отправляет беспилотник следить за Лео. Лео ругает Гамамазу за то, что тот лгал его сестре. Однако Гамамазу говорит, что на самом деле это Тоби говорил все эти вещи. Лео встречает по пути Стивена. Он просит его поехать с ними на машине. Стивен, Клаус и Лео приезжают на место. Они видят, что вампир беснуется и нападает на всех подряд. Клаус просит Лео вернуться, пока они разбираются с ситуацией. Лео не может пошевелиться, потому что за ним наблюдает Гамамазу.
Он не может использовать свои способности, потому что не хочет, чтобы Гамамаз узнал, что он может делать своими глазами Бога. Лео достает свой смартфон и пытается отправить Клаусу текст, который поможет отогнать вампира. Клаус и Стивен делают все возможное, чтобы сразиться с вампиром и замедлить его движение. КК, Зэп и Зет тоже координируют свои атаки, чтобы нанести урон вампиру. Все они ждут, пока Лео отправит текст. Зэп злится, потому что Лео просто стоит в углу. Лео не выдерживает. Ему уже все равно, что Гамамазу узнает о его способностях. Он, наконец, отправляет сообщение Клаусу. Клаус читает его, и вампир рассыпается в прах. Гамамазу хвалит Лео и спрашивает, может ли он завладеть его телом. Позже Лео идет по городу Хельзельм. Он чувствует себя побежденным, осознав, насколько силен доктор Гамамазу. Он не знает, что может сделать, чтобы защитить Микелу от монстра, который завладел человеком, которого он любит. Дрон Гамамазу продолжает следовать за ним. Он предупреждает Лео, чтобы тот даже не думал использовать толпу в городе, чтобы сбежать от него. Лео отвечает, что он ни за что так не поступит, потому что не может оставить Микелу ему. Гамамазу говорит, что ему пора позвонить. Внезапно Лео получает звонок от Клауса. Он спрашивает, все ли в порядке с Лео. Лео сбрасывает звонок и спрашивает Гамамазу, откуда он узнал, что Клаус позвонит ему. Гамамазу отвечает, что он ушел, ничего не сказав, так что Клаус вполне мог позвонить. Затем он просит Лео избавиться от телефона, потому что знает, что в ближайшее время ему никто не позвонит. Лео бросает телефон в реку по приказу Гамамазу. Внезапно появляется Соник и тычет Лео в лицо. Но тут же убегает. Гамамазу спрашивает, что его останавливает. Лео понимает, что Гамамазу не смог угнаться за скоростью Сонника, поэтому он его не видел. Лео снова обретает уверенность, когда узнает, что у дрона Гамамазу нет такой же производительности, как у Ока Бога. Они заходят в переулок, где их поджидают несколько бандитов. Лео говорит Гамамазу, что это короткий путь. Бандиты останавливают Лео и требуют деньги. Они направляют на него оружие. Лео использует Око Бога, чтобы контролировать их зрение и заставить их отвернуться. Он продолжает идти, ориентируясь в густом тумане. Бандиты ничего не видят из-за тумана и попадают под машину. Лео продолжает идти, а дрон Гамамазу следует за ним. Лео ловит такси, и Гамамазу решает проследить за ним снаружи. Лео и дрон Гамамазу возвращаются в отель. Лео решает проверить, как там Мишель. Он открывает дверь в ее комнату. Вся комната превратилась в озеро, где они с Мишель часто проводили время вместе. Лео видит Мишель, лежащую без сознания в инвалидном кресле, а рядом с ней доктора Гамамазу. Он спрашивает, откуда Гамамазу узнал про озеро. Гамамазу отвечает, что узнал это из воспоминаний Тоби. Однажды Мишель и Тоби были на свидании на этом озере. Лео приходит в ярость, когда понимает, что доктор Гамамазу давно использует Тоби, чтобы подобраться к Мишель. Он бросается на Гамамазу с цепями, но не может даже приблизиться к нему. Гамамазу насмехается над ним и говорит, что Лео не сможет победить в состязании глаз Бога. Лео снова пытается ударить его цепями, но Гамамазу просто блокирует удар своими когтями. Он понимает, что Гамамазу скрывает свои действия с помощью визуальных эффектов. Он делает их легкими и бесшумными, чтобы никто не узнал о его слабости. Гамамазу использует свой глаз Бога, чтобы проверить, как там Стивен и Клаус. Он видит, что все либры возвращаются в отель. Он удивляется, как Лео смог связаться с ними, если у него нет средств связи. Гамамазу прибегает к своему плану на случай чрезвычайной ситуации. Он отпускает Тоби и убирает свои острые когти, в которых запутались цепи Лео. Лео падает без сознания, запутавшись в своих цепях. Гамамазу готовится вырвать глаза Бога у Лео. Но прежде чем он успевает приблизиться, Лео приходит в себя и отступает. Гамамазу злится и наносит ему еще несколько ударов когтями. Лео снова встает. Гамамазу удивляется, что не задел ни одного жизненно важного органа. Он вдруг понимает, что Лео использует свои глаза Бога, чтобы предугадывать траекторию его ударов, намеренно избегая жизненно важных органов. Гамамазу называет его дураком за то, что он перегревает свои глаза Бога. Он предупреждает, что он не только поджаривает свои глаза, но и мозги. Лео игнорирует его и снова встает. Мишель приходит в себя. Она чувствует запах крови и зовет Лео. Лео просит ее отойти. Гамамазу направляет свой коготь на Мишель. Он обвиняет Лео в том, что тот не держит рот на замке. Он предупреждает, что если Лео не отдаст ему глаза Бога, он выколотит глаза Мишель. Лео бросает цепи и решает отдать глаза Бога Гамамазу. Но Мишель толкает колеса своей инвалидной коляски и прыгает на Гамамазу. Гамамазу падает. Лео пользуется моментом и нападает на Гамамазу. Он хватает его за воротник и бьет головой, пока глаз Бога не трескается. Заклинание Гамамазу рассеивается, и они возвращаются в спальню отеля. Он в ярости из-за того, что Лео сделал с его глазом Бога. Изначально он планировал оставить его в живых, чтобы получить от него информацию. Но теперь он передумал и клянется прикончить брата и сестру. Гамамазу наносит Лео несколько ударов когтями. Лео использует глаза Бога, чтобы увернуться от ударов в жизненно важные места. Он продолжает принимать каждый удар Гамамазу, чтобы убедиться, что Мишель в безопасности. Но его взгляд становится рассеянным, и он медленно теряет сознание.
Он вспоминает свои детские годы, проведенные с Мишель. Он набирается сил, когда вспоминает, как Белая пожертвовала собой ради их города. Он вспоминает, как Клаус сказал ему, что он никогда не будет побежден, пока будет сражаться. Он двумя руками отталкивает когти Гамамазу и бросается на него всем телом. Гамамазу хватает Лео и подбрасывает его в воздух. Лео шокирован, когда его тело окутывают нити крови. Члены весов приходят на помощь Лео. Клаус применяет свою мощную технику и добивает Гамамазу. Лео отправляют в больницу, чтобы залечить его тяжелые раны. Клаус заходит в палату и видит Мишель рядом с ним. Мишель благодарит его за помощь. Клаус спрашивает Мишель о состоянии Лео. Она говорит, что он время от времени приходит в себя, но потом снова засыпает. Мишель просит Клауса позаботиться о ее любимом брате. Лео просыпается ночью. Клаус сообщает ему, что отправил Мишель и Тоби обратно. Он спрашивает Лео, помнит ли он их первую встречу. Лео вспоминает, как назвал себя трусом. Но Клаус напоминает ему, что именно разочарование, которое он испытал в тот день, сделало его сильнее. Лео, наконец, выписывают из больницы. Они отправляются на секретную операцию в особняк. Зап ругает его за то, что он пошел с ними на задание, вместо того, чтобы попрощаться с Мишель, которая уже вернулась в родной город. Они останавливаются в закусочной. Лео узнает, что Блэк теперь работает официантом в закусочной. Блэк сообщает ему, что после их разговора он обдумал предложение Лео вернуться в Хеллсейл.